Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости и что ожидается по российскому рынку. Так, в США идет праздник полным ходом. Великобритания. Здесь предполагается, что текущий кризис окажет в меньшей степени негативное влияние на экономику Объединенного Королевства и быстрее она будет восстанавливаться, нежели предыдущий кризис 2008 года. Предыдущий кризис оранжевая линия, новый кризис текущий фиолетовая линия. Так, далее новость касательно AstraZeneca. Там были определенные нестыковки в части эффективности вакцин. По одним данным эффективность была 70, а то и 62%. По другим данным эффективность была более 90%. Начали разбираться на текущий момент. Выяснили, что вроде бы это связано с тем, что когда первый раз испытания проводили и получили 70, а то и 62%, брали меньшие дозы, и поэтому эффективность была меньше. При более детальном исследовании вроде бы должно быть 90% эффективности, даже более. Так, друзья, еще в телеграм-канале опубликовал данные по Южной Корее. Там корейский Центробанк провел анализ и пришел к выводу, что, в общем-то, падение, просадка экономики не столь существенное, как изначально предполагалось. Это достаточно позитивный момент с моей точки зрения, потому что Южная Корея — это, во-первых, мотор мировой судостроения, производства мониторов жидкокристаллических для телефонов, для компьютеров, и это кузница автопрома. То есть если у них спад идет в меньшем объеме, чем предполагалось, это означает, что уже начинается движение в части накопления товарных запасов, и, возможно, есть надежда на то, что с определенным временным лагом уже где-то на горизонте восстановления. Но опять же, такое движение не отменяет возможность второго дна, но показывает нам свет в конце туннеля, который предполагается. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Здесь я по возможности публикую какие-то мысли, исследования, которые нашел со своими комментариями, и иногда торговые идеи. Так, у нас грядет так называемая Черная пятница, и ЦБ дал советы по безопасности перед Черной пятницей на сайте РБК. Что я хотел сказать. На самом деле, если вы проявляете бдительность, то вам ни Черная пятница, никакая другая пятница не страшны. Главное все время следовать определенным правилам, дисциплина превыше всего. Если вы соблюдаете все правила, никакие взломы и воровство со счета вам не грозит. Так, Минфин оценил риск санкций против российского госдолга. Я уже неоднократно обращал ваше внимание, что я считаю такие действия маловероятными и бесперспективными. Если они будут действовать, а они будут действовать, то здесь наиболее вероятно точечное воздействие на определенных интересантов. Так, чистая прибыль Русгидро по МСФО выросла в 1,7 раза. Это наш ответ британской и американской зеленой энергетики. Так, у трансконтейнера по МСФО упала чистая прибыль на 6,5, но на 7%. Вполне понятно, что с учетом текущей ситуации, на самом деле это достаточно мягкое падение, сокращается перевозка грузов и никуда от этого не деться. И мы еще дна по сокращению перевозкам не прошли. Так, конференция. Путин рассказал о будущем фармацевтики в России. На что я хотел обратить внимание. Там, где все зарегулировано, госплан и так далее, мы уже в Советском Союзе все это проходили. Итог был вполне очевиден. Поэтому здесь, посмотрим, как это будет развиваться. Но здесь главное это спрос. Спрос потребителей, который формируется, когда у людей есть достаток. В том числе и фармацевтика. Так, Феска назначила председателя совета директоров. Чуть позже мы посмотрим, как это может повлиять на котировки данной компании. Так, Минфин рассказал о российском госдолге в 2020 году. Насколько я понимаю, пока о 2021 речь не идет, потому что там в январе будет вступление в права американского президента нового, и здесь возможны самые разные варианты. Но здесь, я думаю, ситуация очень простая и бесхитростная. Если в ближайшее время нефть сохраняет текущие значения и растет, то вполне иностранцы могут проявлять интерес к российскому госдолгу. Но в январе, когда произойдет
смена американского руководства уже формально, официально, то на какое-то время вполне может быть охлаждение к российскому госдолгу, потому что будут ожидать реакции американского президента, который взял бразды правления. Но с моей точки зрения, в наибольшей степени влияние на российский госдолг и интерес к нему оказывает именно конъюнктура нефтяных цен. Потому что если на этом иностранные инвесторы смогут заработать, я думаю, там определенные лоббистские движения будут в этом направлении, чтобы его можно было покупать и так далее и тому подобное. Если там игра не будет стоить свеч, то тогда и, возможно, либо никакого интереса не будет, либо даже какие-то, может быть, санкции из вредности повводят. Так, число выданных автокредитов снизилось на 6,3%. Ну, здесь идет охлаждение рынка, потому что очень много и автокредитов, и потребкредитов, и ипотек выдали, а доходы у населения расти фактически не начали. И поэтому все это может привести к тому, что пузыри начнут либо сдуваться потихоньку, либо лопаться. Так, давайте перейдем к графикам. Это, соответственно, S&P, SFD на фьючерс. Он сегодня торгуется, но как-то очень безжизненно. Ну, вполне понятно, то есть здесь боковик, я думаю, никаких движений особых мы здесь не получим. Сегодня на протяжении дня. Так, далее экономический календарик. Но вот у нас по Германии вышли данные НИАИС, индекс потребительского климата. По Франции тоже доверие потребителей получилось меньше, чем прогнозировалось. Зато денежный агрегат М3 показывает небольшой рост. По мнению отдельных экономистов, рост денежных агрегатов М3 и М2 является предвестником восстановления экономики. Я эту точку зрения не вполне разделяю. Я думаю, здесь должны быть фундаментальные причины, потому как денежные агрегаты – функции фундаментальных причин. Так, друзья, индекс доллара, но здесь у нас все-таки таки он развернулся. Вот. Но сейчас в любом случае речь идет о пробое 92,1. Если 92,1 мы сегодня не пробиваем, то будем болтаться вот в этом диапазоне 91,85, 92,1. Если таки здесь пробой будет и закрепление, то у нас стоит следующая высокая цель, которая находится на 92,4. Если сейчас вот это преодолеваем, идем наверх. Пока здесь сказать, что движение наверх будет, несмотря на разворотную формацию, затруднительно, поскольку сегодня праздник в США, я думаю, все-таки больше вероятность того, что мы будем находиться вот в этом диапазоне. Но опять же, сегодня еще публикация по монетарной политике ЕЦБ, и вот эти документы, они могут вызвать всплеск. Но я думаю, если даже движение сформируется на пробой 92,1, вероятность того, что мы пробьем 92,35, 92,4, она невелика на сегодняшний день. Так, друзья, далее нефть, Brent, часовой таймфрейм. Но смотрите, пока мы 47,5 удержали. Вот пока мы удержали, здесь на часовике разворотная формация. И поэтому в ближайшие часы, если не будет добоя вот этого диапазона 47,25, 47,5, на часовике диапазон немножко поуже, на дневках он 47,5, 47. Вот, соответственно, удержание вот этого коротенького, укороченного диапазона приведет к тому, что по нефти будет сегодня или завтра с утра отскок, и цель этого отскока будет движение на 48,9, вот сюда вот. Ну а если мы все-таки пробиваем этот диапазон, то у нас формируется импульс движения, и цель которого будет задерг ниже 47 на 46,4. Если сегодня закрываемся ниже 47, это будет дурной знак для дальнейшего роста нефти. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, по золоту двойная вершина у нас де-факто нарисовалась. Вот, и поэтому сейчас все будет зависеть от того, как будет проходить 1809. Если здесь сформируется пробой на объеме, то наша цель движения будет как минимум на 1804,5. Вот сюда вот. Обращаю внимание, это часовой таймфрейм, чикагская котировка. Если мы здесь не останавливаемся, у нас формируется движение, цель которого будет потестить лой 1797,1. И в случае пробития 1796,8 мы пойдем сильно вниз. Ну, на 1750, я думаю, в ближайшую неделю. Вот, пока такой сценарий видится мне маловероятным, скорее всего мы вот после этого разворота, ну где-то, наверное, вот в этом
диапазоне сейчас в ближайшие часы будем торговаться. 1807, 1812. Так, друзья, далее рубль-доллар, но здесь сформировался импульс движения, цель которого 75,8, 75,75. Индекс доллара начал расти, соответственно, если он продолжит восхождение к верхней границе, там вот этой маленькой консолидации локальной, то по рубль-доллар нас ждет движение в ближайшее время вот сюда вот. Вообще ему бы отсюда сходить на 76,2, 76,3. Вот. Но если все-таки у нас сейчас пойдет рост нефти и в силу каких-то причин произойдет коррекционный откат с пробитием 75,4 вот этого значения, то мы сегодня тогда пойдем тестировать 75,3 и потом на 74,85. Пока мне такой сценарий видится маловероятным, скорее всего либо движение 75,8, 75,75, либо вот здесь вот мы будем вот в этом боковичке ходить. Так, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Но у нас вот здесь есть 1,1880 волшебный уровень. Если он пробивается, то идет движение вот сюда, вот в этот диапазон. Если не пробивается, все это набор позиций и дальнейшая ракета на 1,2. Так, ММВБ индекс. У нас есть сильный уровень, это 3110, 3105. Вот если мы этот диапазон пробиваем, то наиболее вероятный сценарий, что здесь у нас разворотная формация и уход на 3050 в ближайшее время. Если мы здесь удерживаемся, нету пробития диапазона, то тогда нас, наверное, будут тянуть наверх, но это уже будет не сегодня. Так, друзья, далее Норильский никель. Ну, смотрите, здесь у нас идет консолидация. Вот, пока на текущий момент более вероятно пробитие верхней крышечки и уход в район 22 150. Ну, промежуточный уровень вот это 21 750. В каком случае это движение не получит развития? Не получит развития, если будет пробой 21 300. 21 300, если пробиваем, то движение ломается. И, соответственно, будет возврат вот сюда, вот на 20 500. Что значит пробивается? Может быть такой коротенький задерг, вот, но это не пробитие. Это ложный пробой или тестирование лоя или сбор стоп-заявок, как хотите называйте. То есть пробой, он всегда заканчивается либо проторговкой, или же и выходом объема. Вот здесь вот не произошло пробоя, здесь произошел разворот. Соответственно, если здесь возникает пробой, то мы осыпаемся на 20 300, 20 500, вот сюда, вот в этот диапазон. Удерживаемся, все, рост продолжается, летим наверх. На данный момент больше факторов указывает на то, что рост будет продолжаться. Так, друзья, далее Газпром. Смотрите, вот здесь очень интересная картинка по Газпрому, ну очень интересная. Она заключается в том, что с одной стороны у нас есть очень сильный уровень, который 181, 180. Здесь до него пока еще далеко. Вот сейчас локально что здесь произойдет? Вот мы либо развернемся, здесь уже пошли сделки, которые говорят о том, что отсюда может быть разбой и отбой и разворот, и движение в район 188. Вот. Если же у нас все-таки мы пробиваем и на объеме идет уход ниже 185,7, 185,5, то у нас вот этот пробой с наибольшей степенью вероятности придет к движению, целью которого будет 183. Вот сюда вот. То есть либо мы сейчас развернемся и отскочим, если же этого не произойдет, но пробьем здесь диапазон, будет уход вот сюда вот. Вот здесь, скорее всего, он соберется. Вот. Если не пойдет ниже, не пробьет 182,5, то после проторговочки начнут его подтягивать наверх. Но можно сказать, что здесь двойная вершина возникла. Но есть еще другие критерии, которые указывают на вероятность такого движения. Так, далее вопрос был по ВТБ. По ВТБ мы морозимся в консолидации 3,7, 3,65. Так, давайте часовик возьмем. Ну, смотрите, здесь была раздача. Очень такая хорошая, мощнейшая раздача на 3,7. Кто-то просто ливанул его. Вот. Что у нас здесь интересного? У нас здесь интересного то, что если не будет пробития на объеме и закрепления вот этого уровня 3,6551, то все вот эти вот откаты, они приведут к донабору позиций и дальнейшему росту.
Если здесь будет пробой, то, что произошло вот здесь, вот на 3,7, это значит итоговая разгрузка. И у нас отсюда начнется падеж крупного рогатого скота, который как минимум продлится до 3,59. Как минимум, может быть и дальше. Поэтому вопрос в том, что здесь сейчас будет происходить. Если вот этот диапазон не пробивается, то рост продолжается. Пока на текущий момент вероятность того, что продолжится рост, она достаточно высока. Но если будет вот здесь пробой, то соответственно полетим, посыпемся сюда. Вот. А сейчас как бы здесь, ну судя по тому, что происходит, какие сделки идут, его, наверное, отсюда будут тащить, далее тестить 3,74 и выше. Все, друзья, спасибо за внимание.